Рада всех приветствовать на канале. Сегодня мы с вами будем квасить капусту. Способ не совсем обычный и для меня тоже, хотя в голове у меня такая идея вертелась давно. Давно хотела попробовать заквасить белокочанную капусту с добавлением чеснока и красного острого перца по типу кимчи. Точнее, необычный не способ квашения, а скорее состав. Кимчи – это квашеная пекинская капуста. Рецепт я уже на канале показывала. Ссылочку на него оставлю в описании под видео. Предварительно просаливать капусту я тоже не буду, как это делается при изготовлении кимчи. Капуста пойдет в закваску сразу, такая, как она есть. Кроме чеснока и красного перца, сюда сегодня у меня пойдет еще тыква. Хотела добавить и имбирь, но у меня его не оказалось. В следующий раз обязательно добавлю. Вообще рецепт пробный, что получится, сама не знаю. Ингредиенты тоже все кладу на глаз. Если чего-то будет переизбыток или недостаток, обязательно озвучу в конце. Для удобства перемешивания нарезанные овощи перекладываю в большой таз. Добавляю 2 мерных ложки по 100 мл сахарного песка и столько же красного острого молотого перца. Если вы не употребляете таких острых блюд или не знаете, как вам такая острота, то советую либо значительно убавить количество перца, либо исключить его вообще. В этом году насушила много рукколы и почти ее не используем, поэтому решила добавить ее сюда, тоже 2 мерных ложки. Еще добавляю 200 мл рыбного соуса, который у меня есть постоянно, потому что использую его для приготовления кимчи. Если у вас его нет, бежать за ним в магазин не нужно, можно заменить его соевым соусом, либо обычной солью. Соли кладу всего 1 столовую ложку, потому что рыбный соус уже соленый. При перемешивании овощей с солью, с сахаром они дают много сока и оседает салат. Перекладываю содержимое в 2 трехлитровых банки, периодически уплотняю рукой. Капуста иногда попадается сухая, не сочная, и тогда сока будет недостаточно. В этом случае можно будет добавить водички. Но, понятно, это будет уже после того, как банки полностью будут заполнены и содержимое будет утрамбовано. Хорошо видно, что при нажатии выступает сок, и в тазике его уже тоже очень много. Но если при заполнении банок полностью и при нажатии на капусту вы не увидите жидкости, то тогда уже можно будет добавить воды. В принципе, это сделать можно будет и на следующий день. В моем случае жидкости предостаточно, и капуста попалась сочная, да и рыбный соус я добавляла. Закрывать банки буду вот такими крышками с водяным затвором. Попались мне в хозяйственном магазине на глаза, стоят копейки, рублей 10, по-моему. Очень удобная вещь. Но если у вас таких крышек нет, можно закрыть обычным блюдцем или крышкой пластиковой, но перевернутой вверх ногами. Добавляю воду в специальный отсек и оставляю капусту при комнатной температуре кваситься. Если банки заполнены доверху, то во избежание протечки лучше поставить их в какую-то емкость. У нас настоящая зима со снегопадами, и проснувшись утром, я первым делом не капусту пошла проверять, а увидела вот такой сугроб вместо кормушки и пошла спасать пташек от голода.
застряла? Ты застряла? Примерно через сутки банки нужно открыть и проткнуть до самого дна длинным ножом, либо чем-то их примять и прижать для того, чтобы выпустить углекислый газ. Иначе капуста может быть мягкой. Оцениваю аромат салата, его вкус, и как только он станет достаточно вкусным и кислым для меня, убираю на дальнейшее хранение в холодильник. Все это индивидуально, у кого-то сутки простоит в тепле, у кого-то неделю. Сегодня 5-е сутки. Капуста получилась очень вкусной, как вы, наверное, уже догадались. Одну банку мы уже доедаем. Есть начали со 2-го дня. Использование. Использую и как обычную квашеную капусту, и как кимчи. Это и начинка для пельменей, для пирогов. Добавляю и в первые блюда, и во вторые. Ну и, конечно же, используем как холодную закуску в качестве салата, заправив маслом. Некоторые примеры покажу сейчас, а вас больше не буду утомлять разговорами. Если вопросы какие-то возникнут, задавайте их в комментариях, постараюсь ответить. На сегодня прощаюсь, всем отличного настроения, здоровья и всего самого наилучшего. До новых встреч на канале. Пока!